Здравствуйте. Да, Вас беспокоит технический отдел ВТБ банка, специалист Виктория. Хорошо меня слышно? да. Связались с вами касательно такого вопроса. 2 минуты назад в структуру нашего банка было подано заявление на смену вашего финансового номера. Вы совершали данные действия самостоятельно? Нет, не делал. Хорошо, также отображается попытка перевода ваших денежных средств с вашего единого лицевого счета. Проводили данные действия вы самостоятельно? Нет, такого не было. Хорошо, так как вы не подтверждаете ни одного из данных действий, мы будем расценивать их как мошеннические. Также информацию будем передавать в отдел безопасности банка для дальнейшего разбирательства. Ага. Исходя из этого, обязана задать вам несколько дополнительных вопросов. Скажите, карты нашего банка либо других банковских структур за промежуток 2-3 недели подвергались краже либо же утере? Да вроде нет. Хорошо. Также уточните, личным кабинетом нашего банка пользуетесь только вы, либо предоставляли доступ кому-то из близких для совершения операций с вашего имени? У меня нет ВТБ банка. В таком случае уточните, клиентом каких банковских структур вы являетесь? Я только Сбербанк. Сбербанк. Хорошо, я перенаправлю запрос для банка-партнера. С вами свяжется специалист вашего банка. Всего доброго, спасибо за внимание. Хорошо. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоит технический отдел Сбербанка. Меня зовут Дарья. К нам Хорошо. поступила заявка о факте мошенничества по внутрибанковскому случаю от ВТБ банка. Уточните, Хорошо. пожалуйста, о чем вас проинформировал данный сотрудник? Какое-то мошенничество, сказали. Я вас услышала. В таком случае давайте я вас проинформирую еще раз, чтобы вам было более понятно. То есть кто-то скомпрометировал ваши паспортные данные и подал заявку на замену вашего контактного номера и проводил попытку перевода денежных средств с вашего единого лицевого счета. Я так понимаю, данные действия вы не совершали. Нет, не делал. Не теряли. Хорошо, уточните, пожалуйста, личным кабинетом нашего банка пользуетесь самостоятельно или предоставляли доступ к третьим лицам? Сам только. Сам. Хорошо, я вас услышала. Уточните, пожалуйста, карты не были утеряны, украдены? Нет. Я вас услышала. Уточните, пожалуйста, вас информировали в отделении банка, что такое единый лицевой счет? Вы понимаете, о чем идет в принципе речь? Это просто банковский счет, наверное, мой. Нет, это не активная карта. Смотрите, под запись диалога по регламенту банка я обязана вас проинформировать, что единый лицевой счет – это в первую очередь внутрибанковский счет, доступ к которому вы не имеете. Создан он был Центральным банком Российской Федерации по вашим паспортным данным. Операции по нему производятся исключительно в отделении банка совместно со специалистами. И входят в него все ваши карты, счета и накопления во всех банках, где вы являетесь клиентом, то есть где вы предоставляли ваши паспортные данные. Соответственно, когда операция проходит по данному счету, списание проходит по всем вашим ячейкам во всех банках, где вы клиент. Информация была вам понятна, уточните? Да, понял. Хорошо, я вас услышала. В таком случае, так как вы в отделении банка сегодня не были и не подавали заявки на замену вашего контактного номера и не проводили попытку перевода денежных средств внутрибанковского счета, который в принципе делается только в отделении банка, мы можем расценивать, что эти действия выполняют представители отделения банка, в котором вы могли ранее обслуживаться. Поэтому мне необходимо сейчас с вами составить заявку по строковому случаю о факте мошенничества на финансовый отдел банка, чтобы, если что-то спишет финансовый отдел банка, смог вам данную сумму возместить и в дальнейшем перевести вас на отдел безопасности банка. Хорошо. Уточните, пожалуйста, по дебетовой карте в структуре Сбербанка. Какую последнюю операцию вы самостоятельно совершали? Это может быть снятие, оплата, перевод, пополнение, покупка. Последний раз. Да, ваши последние действия. Не помню, покупал, наверное, в пятерочке. Хорошо, была совершена покупка. И какой приблизительно остаток вы самостоятельно зафиксировали? То есть вплоть до копейки не обязательно, вы можете округлить данную сумму. Ой, не знаю, но у меня 73 с чем-то. То есть зафиксирую как 73 тысячи, верно? Да. Хорошо, уточните, дополнительная дебетовая карта в структуре нашего банка у вас имеется? Нет, только одна зарплатная. Только одна. Зарплатная карта, все верно? Да. Я вас услышала. Хорошо, уточните, пожалуйста, кредитную карту в отделении банка вы получали, активировали данную карту? Нет, кредитной у меня нет. Кредитной у вас нет, хорошо.
подскажите, пожалуйста, дополнительные ячейки вы открывали, такие как склады, активные счета, то есть они могут быть накопительные, сберегательные, Нет, инвестиционные, пока что брокерские, такого валютные? не было. Не имеет. Хорошо. Смотрите, так как вы ранее сказали, что вы являетесь зарплатным клиентом нашего банка, у вас Департаментом безопасности более всего в дальнейшем будет перевыпуск активных карт. Поэтому для вашей же бухгалтерии мне необходимо уточнить ваш заработный проект, то есть какая сумма вам приблизительно поступает ежемесячно на вашу активную карту. Ну, Чтобы данную информацию мы 70 мне падает. 70 тысяч, верно? А уточните, пожалуйста, наименование организации, где вы работаете, или же вашу должность. Это лента. Что-что? Лента. Работаете в ленте, верно? Да. А кем вы работаете, уточните? Маркетологом. Я вас услышала. Хорошо. Уточните, пожалуйста, в другие банковские структуры на территории Российской Федерации вы подавали ваши паспортные данные для того, чтобы стать клиентом? Нет, вроде такого не было, только один. Вы только являетесь клиентом Сбербанка, все верно? Да. А уточните, сколько вам полных лет на сегодняшний день? 35. 35 лет. Хорошо, я вас услышала. Буквально одну секундочку, я составлю данную заявку. В таком случае я вас сейчас уже буду перенаправлять на отдел безопасности банка. Они вам предоставят регламент действий. Вы оставайтесь, пожалуйста, на линии связи, не прерывайте. Это займет не более 1 минуты, хорошо? Хорошо. В таком случае оставайтесь на линии. Всего вам доброго. Здравствуйте. Алло. Рад вас слышать. Меня зовут Кравченко Максим Николаевич. Я являюсь ведущим сотрудником отдела по борьбе с мошенничеством. Только что получил заявление от вашего специалиста, то есть нашего банка, по факту мошеннических действий к вам, как клиенту, по вашему единому лицевому счету. Уточните со слов нашего специалиста, все ли вам было предельно понятно, с какой ситуацией вы столкнулись, и есть ли у вас дополнительные вопросы? Ну что-то вот мне рассказали, заявку сделали. То есть вся информация вам была понятна? Ну да. Заявление, которое мне было направлено, вижу, что у вас была попытка по смене финансового номера, а также попытка по переводу с вашего единого лицевого счета. Ни одного из данных действий вы самостоятельно не подтвердили, а значит отделение банка для их проведения не посещали. В таком случае, первое, что я в данный момент хочу у вас уточнить, это когда вы были последний раз в банке, а также какие последние операции вы там выполняли. В банке, наверное, где-то 3 дня назад снимал деньги. В отделении банка? Да. Адрес отделения вы припоминаете? Ой, нет, не помню, я не знаю, где он. Я там случайно был. Я вас понял. Вы на кассе производили снятие? Нет, в банкомате. Я имею в виду адрес отделения, то есть где вы конкретно контактировали с сотрудниками. Я не помню, такого давно это было. Я вас понял. Возможно, ранее были какие-то подобные случаи, либо же с мошенниками сталкивались? Нет, не было, все нормально было, всегда. Хорошо, я вас понял. То есть вы сейчас понимаете, что подозреваются сотрудники банка в совершении мошеннических действий? Ну да, мне что-то рассказали. Хорошо, давайте сейчас в таком случае перепроверим заявку, которую вы составляли для финансового отдела нашего банка. У вас в нашем банке имеется одна дебетовая карта, ориентировочный остаток 73 тысячи рублей. Все верно? Да, так я говорил. Также никаких более продуктов в структуре нашего банка у вас не имеется, верно? Нету. Хорошо, подскажите, ранее кредитные линии открывали в каком-либо банке? Нет, у меня кредитов нету. И также ранее не оформляли? Что? И также ранее кредиты не оформляли? Нет, не было никогда. Хорошо, я вас понял. В таком случае ждайте, пожалуйста, на линии. Я сейчас уточню информацию о юридического дела. Ждайте на линию. Хорошо. Подскажите, вы сегодняшним днем подавали заявку на потребительский кредит в структуру МТС банка? Нет, не было. Дома сидел сегодня.
таком случае мы также будем расценивать данные действия как мошеннические. Я сейчас ознакомился с данной заявкой. Данная заявка находится на стадии зачисления. Ага, понятно. Деньги поступили на кредитный счет. То есть планировали зачислить данный кредит на карту другого банка. У меня не было кредитных счетов. Я вас понял. То есть вы данную заявку не подавали, мы также расценим ее как мошенническую. Понятно, понятно. В таком случае техническая возможность отклонить данную заявку уже не имеется возможным. Единственный способ отклонить данную заявку — это ее продублировать таким образом, что первая заявка будет отклонена системой, поскольку будут изменены реквизиты зачисления на карту. То есть, как вы понимаете с ваших слов, что такое дубликат заявки? А вы можете просто тогда отменить ее? Нет. В данный момент заявка находится на стадии зачисления, отклонить ее уже невозможно. Единственный способ ее отклонить — это ее продублировать. Хорошо, давайте продублируем. Как вы понимаете, что такое продублировать заявку? Я так понял, вы мне деньги пришлете, я вам дам реквизиты. Нет. Продублировать заявку — это необходимо подать заявку на оформление кредита, то есть указать все те же данные, которые были указаны в первой заявке, которая была подана мошенниками, чтобы денежная сумма с первой заявки не была зачислена на реквизиты мошенников. А как мне тогда ее подать? Через отделение банка. Отделение банка? Да, все верно, через отделение банка, МТС банка. Подскажите улицу, по которой вы сейчас находитесь? Я сейчас возле метро сижу. Парнас. Где? Парнас, возле метро Парнас. Секундочку. С вами также сегодняшним днем будут связываться сотрудники правоохранительных органов, поэтому если вам будет поступать звонок по второй линии, вы вызов принимаете, ставите меня на удержание. Станция метро. Парнас, Санкт-Петербург. Угу. Проспект Луначарского, 54. Вы знаете, где это находится? Да, сейчас я посмотрю сам. Да, я вот нашел, там проспект Просвещения рядом. Да, сколько времени вам будет необходимо, чтобы сейчас добраться до данного адреса? Но тут отделение работает до 8 часов. Ну, я думаю, до минут 15-20. Минут 15? Ну, думаю, где-то так. Это уже чтобы собраться и быть возле отделения? Ну, тут одна станция на метро и пешком, я вот не знаю сколько. Может, минут 25. Да нет, тут рядом вроде как. 20, думаю. Так, я сейчас точно скажу, сколько. Пешком это 42 минуты. Нет, а если я одну станцию на метро, а потом пешком? Может быть, вы услугой такси воспользуетесь, банк вам компенсирует сумму? А куда? До отделения сразу? Да. Ну, можно попробовать, да, так тогда. Такси вы самостоятельно... А когда мне ее компенсируют тогда? Сейчас? Да. Как это работает? Вам вызывается бесплатное такси по вашему адресу, который вы укажете. Ну, тогда давайте я доеду, а там уже мне позвонить потом или как? Дело в том, что линию связи мы с вами не имеем права прерывать, поскольку запись будет закреплена к заявке к сотруднику. У меня сейчас телефона 8% осталось. На телефоне 8%. Хорошо, в таком случае с вами ожидаем звонок от сотрудников правоохранительных органов. Информация касательно дубликата заявки имеется или все было понятно? А что информация? Ну, я понял, да, что нужно сделать. Вам, наверное, сотрудники правоохранительных органов звонили. Сейчас линию связи прерву, повторно принимайте вызов. Ага, хорошо. Алло. Добрый вечер. Алло, да. Федеральная служба безопасности, Большая Лубянка 2, 4-я служба. Капитан юстиции Сурадеев Дмитрий Евгеньевич. Да, Разговор наш будет записан и Слушаю. внесен в единый реестр досудебных расследований. Сегодняшним днем поступило заявление на возбуждение уголовного дела по статье 159, часть 3.
Это мошенничество должностным лицом с превышением своих должностных полномочий. Да, да. Да, мне такое, там мне звонят тоже Скажите, по второй линии с вроде. вами Кравченко Максим Николаевич связывался? А я не знаю, это с банка, который... Да, с банка. Но мне, да, звонили с банка, я имя не запомнил. Хорошо. В двух словах мне опишите ситуацию, с которой вы сейчас столкнулись. Что вам объяснил Ой, Максим Николаевич? сказали, что что-то открыли на меня кредит в МТС. И надо приехать сейчас и открыть еще раз его на мои данные. То есть апелляционное заявление. Ну, наверное, я не знаю, как это называется. Хорошо, Ну да, я подавал какую-то заявку там первой девушке. Хорошо. Смотрите, то есть какая ситуация. Сейчас подозреваются в первую очередь... Алло, пропадаете. Сейчас пропала связь. Сейчас подозреваются в первую очередь сотрудники отделения банка. То есть вы понимаете, что они имеют доступ к вашим паспортным данным. Ну да, вашим я картам, так счетам. понял, да. И это уже, к сожалению, не первый случай. Сами понимаете, от мошенничества никто не застрахован, ни я, ни вы, никто другой. Ну Скажите, да. у вас есть какие-то подозрения? В каком отделении проводились данные действия? Возможно, были какие-то конфликтные ситуации с сотрудниками? Да, вроде я не помню. Я редко в отделениях бываю. Угу. Хорошо, я вас понял. Скажите, у вас доступ сейчас к интернету имеется? Ну да, могу, да, зайти. Заходить сейчас в поисковую систему в любую, то есть это либо Яндекс, либо Google, без разницы. Я хочу подтвердить официальность своего звонка. Хорошо, захожу. А что мне писать-то? Вводить? Пишите ФСБ России. Написал. Да. Алло. Вот я ввел. Да. Алло? Нажимайте поиск. Ну да, и нашел. У вас будет первая ссылка, это официальный сайт ФСБ. Да, вижу, fsb.ru. Заходите. Да, зашел. Зашли. Теперь вы с компьютера, правильно, заходите? Да, с ноутбука. С ноутбука? Да. Выбирайте ФСБ России, справочная информация. Справа, да? Да, вот нажал. Справочная информация. Да, нажал. Опускайтесь ниже, будет 4-й подпункт. Какой? Отделы по административным округам? Или... 4-й подпункт, видите? Справочный телефон, да? Да. Номер телефона 495-220. Алло. Алло, да, вижу. Справочный телефон, да, ФСБ России. 69 с окончанием. 7069. Да, ваш. Да. А что так разговариваете? У вас, что у вас? Вы болеете или что? Да, у меня насморк просто. Просто насморк и все, и вы говорите? Ну да. Ну да. Мне кажется, вы обманываете меня. Не понимаю. А зачем мне на сайт заходить ваш? Ну да, телефон похожий. Ну что значит похожий? Телефон, ну да, тот же самый. Ну да, такой же. Ну у меня +7 написано, тут 8. Ну понятно, я знаю. Так когда вы выздоровеете уже? Ну как можно с вами работу проводить? Ну когда-нибудь. Я же не знаю, таблетки пью. Таблетки пьете? Да. Хорошо, смотрите, сейчас необходимо, чтобы мне дали голосовое соглашение под запись разговора. Фамилию, имя, отчество называете полностью и проговариваете фразу. Даю свое согласие на работу с банком, а также с ФСБ. Зачем так говорить? Зачем? Так нужно. Это не я придумал, это мне руководство так требует. Не знаю, какая-то странная. Может, мне легче в отделение какое-то прийти и там что-то сделать. Отделение? Что вас там нахлопали сотрудники в отделении. Я вам говорю, что... Так вы мне скажите, какое-то хорошее отделение, которое где я точно. Я в банке не работаю. Я не знаю, где хорошее отделение, а где нехорошее. Ну хорошо. Что? Ну я тогда вам перезвоню, потому что что-то странное. Зачем? Что странного? То, что вы голос такой делаете странный. Да вам говорить что-то.
типа болеет. Рассказываешь сказки мне. Не понимаю. Да? Понимаешь? Нет.